Всем доброй ночи, друзья мои. Я не буду говорить, для чего нужны деньги и на какие преступления толкает человека бедность и нужда. Деньги нужны для того, чтобы осуществлять свои мечты. Деньги – это инструмент. Они дают уверенность, спокойствие. Деньги нужны для того, чтобы вылечить себя, если вы заболели, чтобы купить себе крышу над головой, чтобы обеспечить своих детей, чтобы есть полноценно, одеваться красиво и жить. И не только для себя, но еще помогать другим. Если вы сами живете впроголодь, как вы можете помочь другим? Именно для этого надо для начала самой подняться и жить хорошо, чтобы уже было настроение и желание помогать другим. Итак, хочу вам дарить требник богатства. Требник означает требовать, желать, хотеть, получать. Мы уже призывали этих духов, и этих духов призывают тысячелетиями. Почему я иногда создаю ритуалы с призывом древних сил? Потому что много тысяч лет люди призывали эти силы для получения богатства, имущества, достатка, для удачи. И они уже приучены прийти и помогать, если так грубо сказать. Они знают, они узнают себя. Они откликаются на зов. Как только человек их призывает. Но для того, чтобы знать, как правильно призывать, естественно, в этом помогает магия. Помогает человек знающий, который может подсказать, как правильно обращаться к этим силам, чтобы их не прогневать, а наоборот, получить их помощь для себя. Согласно легенде, один царь нечаянно обидел колдуна. Он пообещал отдать ему свою сестру в жены, если тот исцелит его от болезни. Колдун его исцелил. Но после этого царь передумал и не захотел выполнить обещание. Тогда тот разозлился и наслал на его страну всякие бедствия. И его государство, которое славилось богатством, удачливостью, силой, это государство пошло на спад. Начались войны, голод, народ стал жить трудно, тяжело, начались бунты, восстания, и уже возникла опасность потери престола. Тогда он взмолился о помощи, и пришел к нему старик, который сказал, что то, как он поступил с колдуном, было бесчестно. Но раз уж он такое наказание уже получил, то он поделится с ним одной тайной. Есть 7 духов, сказал он. Их имена мало кто знает. Но тот, кто знает их имена и призывает их, они помогают. Дают удачу, дают богатство, дают силу, дают защиту. Вот я тебе назову их имена. Ты их призовешь, и они помогут тебе и твоему народу. Царь обрадовался и сказал, что он готов на все, лишь бы вернуть мир, покой и процветание своему народу, как было раньше.
И начал призывать этих духов. Призывать и просить о помощи. И тогда слава его царства вернулась назад. И люди зажили хорошо, и государство стало сильным, могущественным. И он сказал, что он хочет эти имена оставить потомкам. Но только тем помогут эти духи, кто будет обращаться к ним почтительно, кто поверит в них, в их существование. И их имена дойдут только до избранных людей. Что не каждому дано слышать, то есть слушать, но слышать. Не каждый вникнет, не каждый поймет. Не каждый увидит очевидное. Что придут времена, когда люди услышат эти имена, и они им ничего не скажут. И тогда духи этим людям не помогут. То есть не помогут, извиняюсь. А те люди, которые, услышав эти имена, поверят в их существование, будут их призывать и благодарить, то эти духи изменят их жизнь. И если это были бедные люди, они станут богаты. Если это были люди угнетенные, они станут сильны и защищены. Вот и я вам говорю, что мои работы, да и любая работа, сильная работа, достойная работа, она понятна не каждому. И может в этом и плюс, что силы помогают только тем, кто слышит, кто уважает, кто верит, кто почитает эти силы. Потому что слышать могут многие. Зайти на канал послушать, взять книгу посмотреть. Многие, сотни тысяч людей. Но не все поймут, и не всем дано видеть очевидное. Но те, кому дано видеть, и кто их будет призывать, они будут среди людей удачливые и фартовые. Вот в чем разница. Что они доступны всем. Да не все понимают их ценность. А кто понимает, тот защищен. Для того в жизни уже нет препятствий и проблем. Каждую трудность он преодолевает, потому что он знает, что есть силы, их можно призвать, и они помогут. Это человек, тот самый, избранный силами, которому они открылись. Который не просто посмотрел, увидел ритуал или прочитал, а понял, вот это то, что мне надо. Этот заговор можете читать над вашим имуществом, над открытыми дверями шкафа. Вот там висят ваши шубы, их больше станет. Над машиной. Можете просто стоя посреди дома читать 7 раз. Можете сидя прочитать перед алтарем, зажигая свечу. Здесь не имеет никакого значения. Здесь главное уважительное отношение к этим силам. И через некоторое время вы увидите, как они будут приумножать ваше богатство больше и больше. Итак, требник. Требовать, хотеть большего. 7 духов удачи, дарующие благо, венчающие на царство, на троне везения. Вас призывать мне одно наслаждение. Рухан, Нарон, Адикал, Арты, Стин, Даг, Атан. Дыханием благим и силой вселенской будьте мои помощники. Я через вас блажь к себе закликаю, деньги и фарт призываю. Быть мне в почете, быть мне в достатке. В барских одеждах ходить, за столом бояр сидеть. Вся в обновах, вся в мехах, деньги, чтобы рекой текли, золото в сундуках, серебро в закромах. Вся в почете, да с доброй славой, чтобы денег и блага столько собиралось, и потомкам моим бы осталось. Век деньги считать, да не сосчитать. Только усладу да почет моей судьбе. Через 7 духов слово мое утверждаю, словом сильным замыкаю, слово в дело обращаю, что прошу, все получаю, заклинаю. Слово, потому что слово колдовское, поэтому акцент делается на слово, которое обращается в дело. Вы сказали, а потом это должно сбываться в реальности и сбудется.
Я еще раз прочитаю, но вам нужно будет читать 7 раз, поскольку у меня мало времени и очень много дел. 7 духов удачи, дарующие благо, венчающие на царство, на троне везения. Вас призывать мне одно наслаждение. Рухан, Нарон, Адикал, Арты, Стин, Дак, Атан. Дыханием благим и силой вселенской будьте мои помощники. Я через вас блажь к себе закликаю, деньги и фарт призываю. Быть мне в почете, быть мне в достатке. В барских одеждах ходить, за столом бояр сидеть. Вся в обновах, вся в мехах, деньги, чтобы рекой текли. Золото в сундуках, серебро в закромах, вся в почете, да с доброй славой. Чтобы денег и блага столько собиралось, и потомкам моим бы осталось. Век деньги считать, да не сосчитать. Только усладу, да почет моей судьбе. Через 7 духов слово мое утверждаю. Словом сильным замыкаю, слово в дело обращаю. Что прошу, все получаю, заклинаю. 7 духов удачи, дарующие благо, венчающие на царство, на троне везения. Вас призывать мне одно наслаждение. Рухан, Нарон, Адикал, Арты, Стин, Дак, Атан. Дыханием благим и силой вселенской будьте мои помощники. Я через вас блажь к себе закликаю, деньги и фарт призываю. Быть мне в почете, быть мне в достатке, в барских одеждах ходить, за столом бояр сидеть, вся в обновах, вся в мехах, деньги, чтобы рекой текли. Золото в сундуках, серебро в закромах, вся в почете, да с доброй славой. Чтобы денег и блага столько собиралось, и потомкам моим бы осталось. Век деньги считать, да не сосчитать. Только усладу, да почет моей судьбе. Через 7 духов слово мое утверждаю, словом сильным замыкаю, слово в дело обращаю, что прошу, все получаю, заклинаю. 7 духов удачи, дарующие благо, венчающие на царство, на троне везения. Вас призывать мне одно наслаждение. Рухан, Нарон, Адикал, Арты, Стин, Дак, Атан. Дыханием благим и силой вселенской будьте мои помощники. Я через вас блажь к себе закликаю, деньги и фарт призываю. Быть мне в почете, быть мне в достатке, в барских одеждах ходить, за столом бояр сидеть. Вся в обновах, вся в мехах, деньги, чтобы рекой текли. Золото в сундуках, серебро в закромах, вся в почете да с доброй славой, чтобы денег и блага столько собиралось, и потомкам моим бы осталось. Век деньги считать, да не сосчитать. Только усладу да почет моей судьбе. Через 7 духов слово мое утверждаю, словом сильным замыкаю, слово в дело обращаю. Что прошу, все получаю, заклинаю. Читайте 7 раз. И вы увидите, какие перемены произойдут в вашей судьбе. Читайте просто, читайте часто. Требуйте хорошей жизни. Требник я вам дарю. Всем удачи!